Массированная атака по Киеву, 30 ракет менее чем за 20 минут. Россияне били по логистике и инфраструктуре. Соглашение по Ормузскому проливу может быть уже в ближайшее время, говорит Марко Рубио. Война с Ираном существенно истощила американские запасы ракет. Служба безопасности Украины подвела итоги 40-дневной операции по российскому тылу. Зеленский говорит, продолжение следует. Эпоха невозвращенцев снова в России. Путин подписал закон с новыми ограничениями для уехавших россиян. Тем временем переработка нефти упала до минимума 24-летней давности. Миллионы шиитских паломников завершили Арбаин, одно из крупнейших религиозных паломничеств в мире. В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Власти объявили оранжевый уровень опасности и начали эвакуацию жителей. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Менее чем за 20 минут российские войска выпустили по Киеву около 30 ракет 4 различных типов, в том числе гиперзвуковые ракеты «Циркон». Одновременно столицу атаковали ударные беспилотники, а позже появились сообщения и о реактивных дронах. В Оболонском районе, по информации мэра Киева Виталия Кличко, зафиксированы попадания по территории нежилой застройки и офисному зданию. На другой локации района возник пожар в 20-этажном жилом доме. На места прибыли экстренные службы. В Голосеевском районе Киева, по информации мэра, после одного из попаданий произошла утечка аммиака. Жителей призвали закрыть окна и по возможности ограничить пребывание на улице до устранения последствий. В Святошинском районе был зафиксирован вызов медиков. Сообщения о взрывах также поступали из Бучанского района Киевской области, Вишневого и Белой Церкви. Информация о последствиях, разрушениях и возможных пострадавших уточняется. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на переговорах с Ираном и Оманом по безопасности судоходства в Ормузском проливе есть прогресс. По его словам, стороны пока не достигли окончательной договоренности. Однако Вашингтон рассчитывает, что соглашение может быть заключено уже в ближайшее время. Я думаю, сейчас идут обсуждения и переговоры, в которых мы участвуем вместе с Оманом и Ираном, о том, как обеспечить безопасный проход военных кораблей через Ормузский пролив в краткосрочной перспективе, пока мы движемся к более долгосрочным переговорам по денуклеаризации. Могу лишь сказать, что в этих переговорах достигнут прогресс, но окончательного результата пока нет. Мы надеемся, что это произойдет уже в самое ближайшее время. Пятимесячная война с Ираном заметно сократила запасы американских высокоточных ракет большой дальности. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters. По словам собеседников агентства, США использовали почти весь запас армейских ракет ATACMS и новых Precision Strike Missile, которые постепенно должны заменить предыдущую систему. Эти ракеты позволяют наносить удары по целям на большом расстоянии, не подвергая опасности авиацию. Источники не называют, сколько именно таких боеприпасов осталось, но отмечают, что вопрос уже обсуждают внутри администрации Дональда Трампа. Главная причина – опасения, что сокращение запасов может ограничить возможности США быстро реагировать на новые кризисы в других регионах мира. При этом один из источников Reuters говорит, что Центральное командование США практически исчерпало собственные запасы таких ракет и сейчас получает боеприпасы из других арсеналов американской армии. Помимо ATACMS и PrSAM, по данным Reuters, за время войны США использовали почти половину мирового запаса крылатых ракет «Томагавк». Ранее аналитики Центра стратегических и международных исследований также оценили, что за несколько месяцев были израсходованы около 2/3 ракет-перехватчиков Patriot и более трети запасов THAAD. В Белом доме эти оценки не подтверждают. Дональд Трамп заявил, что у США по-прежнему больше боеприпасов, чем у любой другой страны. А оборонная промышленность сейчас выпускает ракеты рекордными темпами. Военные эксперты при этом отмечают, что производство действительно растет. Однако восполнить запасы высокоточных ракет быстро невозможно. Каждая из них стоит более $1 миллиона, а выпуск требует времени. Такие вооружения уже сыграли важную роль в войне в Украине, где ATACMS применялись для ударов по российским военным объектам. Аналитики также считают, что эти ракеты будут иметь ключевое значение в случае возможного конфликта США с Китаем. Поэтому вопрос темпов производства и пополнения арсеналов становится одним из главных для американского военного руководства. Очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США начался во вторник, 4 августа, в Риме и продлится до 6 августа, сообщил представитель Госдепартамента США Томми Пиготт. Опираясь на результаты встречи президента Трампа с президентом Ауном и премьер-министром Нетаньяху, а также на успешный запуск первых пилотных зон на юге Ливана, сегодня в Риме начался очередной раунд переговоров между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Переговоры продлятся до 6 августа. В обсуждениях участвуют технические группы обеих стран.
Их цель — обеспечить полную реализацию трехстороннего механизма, включая процесс создания пилотных зон, подтвержденное разоружение Хезболлы и других поддерживаемых Ираном вооруженных структур, передислокацию израильских войск с юга Ливана, а также подготовить основу для всеобъемлющего соглашения о мире и безопасности. Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены поддержке обоих правительств в продвижении этого процесса, таким образом, чтобы обеспечить долгосрочную безопасность обеих стран, устранить угрозы безопасности Израиля и восстановить власть ливанского государства на всей территории юга страны. Служба безопасности Украины подвела итоги 40-дневной кампании ударов по военной и стратегической инфраструктуре России. Как сообщили в ведомстве, за этот период было поражено более 100 стратегически важных объектов на территории России и на временно оккупированных территориях Украины. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский согласовал проведение новых операций. По данным СБУ, основными целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, средства противовоздушной обороны, командные пункты, объекты транспортной и военной логистики, а также предприятия топливно-энергетического комплекса. Отдельное внимание, как утверждают в СБУ, уделялось авиационной инфраструктуре. Под удары попали аэродромы Саки, Гвардейская, Бельбек, Багерово, Энгельс и Ханская, а также Евпаторийский авиационный завод. Украинская спецслужба заявляет об уничтожении стратегического бомбардировщика Ту-95МС, поражении истребителей Су-35, учебно-боевых самолетов Л-39, ангаров с боевой авиацией, беспилотниками «Шахед» и объектов аэродромной инфраструктуры. Кроме того, сообщается об ударах по российским радиолокационным станциям, зенитным ракетным комплексам и средствам радиоэлектронной борьбы. Еще одним направлением кампании стали объекты нефтяной отрасли. По информации СБУ, за 40 дней были атакованы 14 нефтеперерабатывающих заводов, десятки нефтебаз, нефтеперекачивающих станций, терминалов и объектов добычи нефти. Среди наиболее значимых целей названы предприятия в Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде, Перми, Волгограде и Уфе, а также нефтедобывающая платформа месторождения имени Филановского в Каспийском море. В СБУ также заявляют о систематических ударах по так называемому российскому теневому флоту. По данным ведомства, были поражены несколько танкеров и грузовых судов, которые, как утверждает украинская сторона, использовались для обхода международных санкций. Одновременно подразделения СБУ, действующие на линии фронта и в тылу противника, по данным ведомства, за этот период поразили более 21 тысячи единиц военной техники, вооружения и объектов военной инфраструктуры. Среди них танки, бронетехника, артиллерийские системы, средства ПВО, авиация, более 11 тысяч беспилотников и роботизированных комплексов, а также склады боеприпасов, пункты управления и узлы связи. СБУ также заявляет о ликвидации почти 5 тысяч российских военнослужащих. Владимир Путин подписал закон, который вводит дополнительные ограничения для граждан, заочно привлеченных к уголовной или административной ответственности. Документ вступил в силу сразу после официального опубликования. Закон предусматривает запрет на совершение ряда юридически значимых действий, включая сделки с имуществом и финансовые операции через представителей. Ограничения также затрагивают часть консульских услуг для россиян, находящихся за рубежом. По данным российских властей, изменения направлены на обеспечение неотвратимости наказания. Критики закона считают, что он прежде всего затронет оппонентов власти, в отношении которых возбуждены заочные дела. Переработка нефти в России снизилась до самого низкого уровня за последние 24 года. По данным Bloomberg, объем переработки опустился примерно до 3,6 миллиона баррелей в сутки против 3,91 миллиона в начале июля. Это самый низкий показатель с мая 2002 года. Как отмечает агентство, на ситуацию повлияла смена характера украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре. Если раньше атаки были направлены на широкий круг объектов, то теперь все чаще целью становятся наиболее важные элементы нефтеперерабатывающих заводов. Установки первичной переработки, компрессорное и энергетическое оборудование. Именно эти объекты сложнее и дольше восстанавливать, а их остановка может привести к частичной или полной приостановке работы предприятия. По оценке Bloomberg, из-за повреждений отдельные заводы работают с ограниченной загрузкой или временно прекращают переработку сырья. Это снижает производство бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов для внутреннего рынка и экспорта. Дополнительное давление оказывает сезонное техническое обслуживание ряда НПЗ. Однако аналитики считают, что именно регулярные удары по инфраструктуре стали одним из ключевых факторов сокращения объемов переработки. Несмотря на снижение переработки, Россия сохраняет высокий уровень добычи нефти и продолжает экспорт сырья. В то же время изменение ситуации на нефтеперерабатывающих предприятиях усиливает неопределенность для отрасли и может сказаться на поставках нефтепродуктов в ближайшие месяцы. Кандидат Дональда Трампа на пост генерального прокурора США Тодд Бланш сделал еще один шаг к утверждению.
Юридический комитет Сената поддержал его кандидатуру большинством голосов республиканцев. Перед голосованием Бланш согласился изменить условия соглашения, которое вызвало споры вокруг налоговых проверок президента и фонда помощи сторонникам Трампа. Для меня и для других членов Сената крайне важно то, что господин Бланш заявил под присягой на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Под угрозой ответственности за лжесвидетельство он сказал, что подписанное им соглашение касается только налоговой службы США, Министерства финансов и исключительно сторон, истцов и ответчиков по этому делу. Он также еще раз заявил, что фонд по борьбе с так называемой политизацией правосудия прекратил свое существование. Демократы заявили, что этих уступок недостаточно, и обвинили администрацию в попытке поставить Министерство юстиции в зависимость от Белого дома. Окончательное голосование Сената ожидается позднее на этой неделе. Это комитет по юридическим вопросам. Мы должны обеспечивать систему сдержек и противовесов в этой стране. Почему люди по обе стороны политического спектра утратили доверие к власти? Потому что мы сами отказываемся от последних остатков принципиальности. И теперь мы позволяем человеку стать генеральным прокурором, главным должностным лицом страны в сфере правоприменения, не устанавливая для него никаких ограничений. 2 недели я надеялся, что мы добьемся хоть чего-то, что у нас появится реальная возможность помешать величайшему налоговому мошеннику среди президентов продолжать обманывать. Но мы не сделали ничего. Теперь этот человек спокойно пройдет на рассмотрение всего Сената. И история это покажет. Я знаю, что история еще скажет об этом президенте, и знаю, что она скажет о Тодде Бланше. И все же эта администрация собирает экстренное совещание в ситуационной комнате, на котором присутствовал и Тодд Бланш, чтобы обсудить, что нам делать. Ведь президент, как утверждается, сотни раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Они собрались не для того, чтобы сказать, это очень серьезно. Это подрывает доверие к системе правосудия. Это подрывает доверие к верховенству закона. Мы должны найти способ привлечь влиятельных людей к ответственности. Нет. Они собрались вместе с Тоддом Бланшем, чтобы решить, как защитить президента. Этот человек не наш адвокат. Он не адвокат Америки. Он собирается стать мечом Дональда Трампа против его противников и щитом, который будет защищать его от любого расследования. Евросоюз окажет Испании экстренную финансовую и оперативную помощь после массового наплыва мигрантов в Сеуту. Такое решение приняли министры внутренних дел стран ЕС на внеочередной встрече. По данным испанских властей, около 72 тысяч человек незаконно пересекли границу. Однако 70 тысяч уже покинули анклав. В Мадриде заявляют, что ситуация находится под контролем, а шенгенская зона не пострадала. Все выступления представителей государств, членов Европейского Союза, стран, ассоциированных с Шенгенским соглашением, а также агентств Европейского Союза, прошли в абсолютно конструктивном тоне. Это была атмосфера, в которой также было отмечено исключительное качество работы испанских властей и их эффективная и незамедлительная реакция. Власти Испании также сообщили, что заранее не получали предупреждений о готовящемся массовом прорыве границы. В Еврокомиссии считают, что кризис был спровоцирован деятельностью преступных сетей, переправляющих мигрантов, и дезинформацией в социальных сетях. Как вы знаете, более 70 тысяч человек пересекли границу за считанные часы. Этому способствовали преступные сети, занимающиеся незаконной переправкой мигрантов, а также дезинформация, распространявшаяся в социальных сетях. В результате целостность нашей внешней границы оказалась под очень серьезным давлением. Нам необходимо более эффективно использовать имеющиеся рычаги влияния, будь то торговля, визовая политика или помощь в целях развития. Сейчас мы ведем переговоры с Марокко о заключении всеобъемлющего стратегического партнерского соглашения. И, разумеется, вопросы миграции являются одним из ключевых элементов этого соглашения. Французская береговая охрана спасла 157 человек с лодки, загоревшейся во время попытки пересечь Ла-Манш. В операции участвовали 3 спасательных судна. Всех эвакуированных доставили в порт Булонь-сюр-Мер, где их передали экстренным службам. Инцидент вновь привлек внимание к опасности нелегальных переправ через пролив. Небольшие лодки часто оказываются перегружены людьми, а за последнюю неделю во время таких попыток уже погибли несколько человек. Работа аргентинских портов оказалась частично парализована из-за забастовки лоцманов. По данным отраслевых объединений, у терминалов не могут выйти в море как минимум 45 судов. Поводом стал указ правительства о дерегулировании рынка лоцманских услуг. Власти заявляют, что реформа усилит конкуренцию, снизит логистические расходы и в перспективе уменьшит стоимость перевозок.
Профсоюз, в свою очередь, считает документ угрозой для рабочих мест и готовит судебное обжалование. Забастовка затронула поставки из Аргентины, крупнейшего в мире экспортера продуктов переработки сои и третьего по величине экспортера кукурузы. В бразильском штате Амазонас началась подготовка сотрудников избирательных участков к президентским выборам, которые пройдут 4 октября. В городе Манаус работники регионального избирательного суда проходят теоретическое и практическое обучение по работе с электронными машинами для голосования. Большинство участников программы – волонтеры. На тренировках они отрабатывают все этапы процедуры – от открытия участка и помощи избирателям до завершения голосования и подсчета результатов. Используется оборудование и программное обеспечение, полностью идентичные тем, что будут задействованы в день выборов. Особое внимание уделяют логистике. Штат Амазонас – один из крупнейших в стране. Многие населенные пункты расположены в труднодоступных районах. Поэтому подготовка персонала и доставка оборудования требуют дополнительной организации. По данным Высшего избирательного суда Бразилии, право голоса имеют более 158 миллионов граждан. На выборах планируется использовать около 563 тысяч электронных машин. Согласно последним опросам, действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавио Болсонару подходят к началу кампании с практически равными рейтингами. Разрушенные дома, сгоревшие автомобили и выжженные кварталы. Такая картина в результате лесных пожаров в районе американского города Спокан, штат Вашингтон. По данным властей, с субботы огонь уничтожил около 700 строений. Еще примерно 400 получили повреждения. Площадь пожаров превысила 4000 гектаров. Из опасной зоны эвакуированы около 64 тысяч человек. Всего за сутки число жителей, получивших предписание покинуть дома, выросло с 4 до 64 тысяч. По подозрению в умышленном поджоге одного из 3 очагов возгорания задержан 37-летний местный житель. Следствие считает, что он поджег сухую траву у дороги. Причины возникновения 2 других пожаров пока выясняются. Пожары в районе Спокана сейчас остаются одним из главных приоритетов для пожарных служб США. В Будапеште уровень воды в Дунае опустился до рекордно низких отметок. Из-за продолжительной жары и засухи на реке появились песчаные отмели, а местами обнажилось дно. Горожане выходят на участки, которые обычно скрыты под водой, фотографируются и рассматривают старые конструкции, ставшие видимыми впервые за долгое время. Это печально, страшно и очень серьезное предупреждение для общества. Нам нужно бережнее относиться к нашим ресурсам, уделять больше внимания окружающей среде. Думаю, это очень тревожный сигнал для всех. Конечно, все может стать еще хуже, если не произойдут реальные изменения. И это касается не только обычных людей, но и крупных компаний. Ситуация будет только ухудшаться. Низкий уровень воды уже сказывается на работе энергетики. АЭС «Пакш», которая использует воду Дуная для охлаждения реакторов, вынуждена сокращать выработку электроэнергии. После обращения правительства более 300 компаний и многие жители добровольно снизили потребление электричества. Например, мы стараемся как можно реже пользоваться кондиционером дома. Включаем только те электроприборы, без которых действительно нельзя обойтись. Думаю, так должны поступать все в Венгрии. Тем временем премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр посетил атомную станцию Пакш. Там он заявил, что в ситуации с засухой в Центральной Европе в конце тоннеля виден свет. Уровень воды в Дунае в Будапеште сейчас остается стабильным. Сегодня мы уже провели консультации с руководством управления водного хозяйства, которое находится на связи со своими коллегами в Словакии и Австрии. Мы также обсудили ситуацию с метеорологической службой. Все ожидают, что примерно в четверг в австрийской части бассейна Дуная могут пройти достаточно сильные дожди. Однако и метеорологи, и специалисты по водному хозяйству подчеркивают, что осадки пока существуют только в прогнозах, и вовсе не гарантировано, что они действительно пополнят Дунай. Тем не менее, мы надеемся на это. Пока же эксперты прогнозируют сохранение стабильного уровня воды. Впереди еще несколько критических дней. Прежде всего, сегодня и завтра. Я прошу всех сохранить то единство, которое сейчас сложилось в стране. Давайте сделаем все, чего требует нынешняя ситуация. Уже можно сказать, что в конце тоннеля появился свет. По прогнозам синоптиков, в пятницу ожидается приход холодного фронта, и температура заметно снизится. Но до этого нас ждут еще очень жаркие дни. Аномальная жара и продолжительная засуха продолжают менять ландшафт Центральной Европы. В Германии из-за рекордного обмеления Рейна и других рек на поверхность выходят объекты, десятилетиями скрытые под водой. В городе Нойс низкий уровень воды обнажил старую лодку для ловли угрей, а в Вормсе вновь стали видны так называемые «камни голода». Исторические отметки, которые в прошлые века предупреждали жителей о засухе и угрозе неурожая. На камнях сохранились даты предыдущих экстремально засушливых лет, в том числе 1857 и 1947 годов. Местные жители говорят, что нынешняя жара длится уже более 8 недель, а уровень воды в Рейне продолжает снижаться, вызывая все больше опасений.
Тем временем в соседней Польше гидрологи предупреждают, что страна может столкнуться с самой сильной засухой за последние годы. На сотнях гидрологических постов зафиксирован аномально низкий уровень воды, а в отдельных районах уже введены ограничения на промышленное водопользование. Эксперты предупреждают, что дальнейшее обмеление рек может привести к проблемам в сельском хозяйстве, промышленности и энергетике. В иракском городе Кербела проходят мероприятия Арбаина, одного из крупнейших ежегодных религиозных паломничеств шиитских мусульман. В церемониях принимают участие миллионы верующих, прибывших из разных регионов Ирака и других стран. Арбаин завершает 40-дневный траур по имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, погибшему в 680 году в битве при Кербеле. Для шиитов эта дата считается одной из важнейших в религиозном календаре. Паломники проходят многокилометровый путь к святыням имама Хусейна и имама Аббаса, участвуют в коллективных молитвах и траурных обрядах, во время которых в знак скорби ритмично бьют себя в грудь. По словам участников паломничества, многие ежегодно возвращаются в Кербелу, считая это своим религиозным долгом. В течение нескольких дней тысячи добровольцев обеспечивают паломников водой, едой и местами для отдыха. Власти Ирака на время проведения Арбаина усилили меры безопасности, поскольку массовое паломничество ежегодно собирает одну из самых многочисленных религиозных процессий в мире. Более 10 дней мы находились в священном городе Кербела, служа паломникам имама Хусейна, мир ему. Сегодня, по милости Всевышнего, мы завершили свое служение и пришли поклониться имаму Хусейну вместе со всеми братьями, которые находятся со мной в Мавкибе. Прежде всего мы молились о сохранении нашей веры, о победе ислама, о торжестве над нашими врагами семьи пророка Мухаммеда, а также о том, чтобы по благословению Мухаммеда и его семьи были исполнены нужды всех верующих. Мы просим Всевышнего принять наши дела, ваши дела и дела всех наших братьев и всех участников. В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго. Ночью над кратером поднялись столбы пепла, а по склонам стали спускаться потоки раскаленной породы. Власти объявили оранжевый уровень опасности и начали эвакуацию жителей ближайших населенных пунктов Эль-Парвенир и Лас-Лахитас. По данным спасателей, к утру свои дома покинули около 70 человек, но их число может увеличиться. Людей размещают во временных убежищах. Многие семьи уезжали с детьми, опасаясь усиления активности вулкана. Местные жители говорят, что днем извержения почти не видно, но ночью хорошо заметны потоки раскаленной лавы. По их словам, из-за этого люди не могут спокойно спать и готовы покинуть дома при первых признаках опасности. Спасательные службы продолжают следить за ситуацией и помогают с эвакуацией жителей из зоны риска.